Голубка. Лето, которое Леня ждал весь год, уходило на нелепую возню, никому не нужные деловые встречи, работу изматывающую. Июнь почти пролетел, а он так и не выбрался ни разу ни на дачу, ни на пляж. Хорошо, хоть жену с детьми отправил на отдых к теще и тестю в Одессу. Выходные он проводил бездарно. Хотелось отдохнуть, а приходилось либо доделывать работу, либо бытовые хлопоты съедали время, и вечером в воскресенье он обещал себе, что вот на следующей неделе эта пятница была утомительна, но коротка. Каким-то чудо-рывком он закончил работу к обеду и решил, пока из города не рванули потоком на даче, такие же, как он, работяги, нужно ехать. И он поспешил на парковку. На его машине сидела белая голубка. Она смотрела на Леню красноватыми глазками и улетать не собиралась. Минут 10 Леня и голубка рассматривали друг друга, а потом Леня сел за руль, завел машину, а голубка нехотя слетела с капота. Он торопился, боялся попасть в пробку, но обошлось. Через час уже ехал по трассе на дачу. Дача стала дачей после маминой смерти. Это был ее дом. И Леня, хоть прошло уже 3 года, все равно представлял, что едет в гости к маме. Уже припарковал машину у калитки. Какое-то время сидел и смотрел на небольшой уютный домик, окруженный бурно разросшимися кустами жасмина и роз. Мама любила цветы, и он после того, как ее не стало, ухаживал за ее клумбами, покупал всякие удобрения, на зиму укутывал, чтобы не вымерзали. Он выбрался из машины, достал из сумки ключи, открыл калитку и вошел. Клумбы заросли сорняками, а деревья, несмотря на скудный уход, были усыпаны плодами. Абрикосы, сливы, яблоки, урожай ожидался нешуточный. Леня, не заходя в дом, обошел небольшой участок и наметил, что нужно сделать в первую очередь, а что на следующий день. Потом он открыл дом и вошел внутрь. На веранде все еще держался нежный запах маминых духов, или это у Лени такие глюки были обонятельные, но он замер, зная, что уже никто не выйдет навстречу. «Мама, когда кончится эта боль от твоего ухода? Когда утихнет чувство вины перед тобой, чувство, что ты ушла с обидой на невнимание, невольную резкость и на то, что часто совсем забывала о тебе?» Леня так и стоял на веранде, слезы подступили к глазам, и ком в горле не давал дышать. В окно что-то стукнуло, потом еще раз. Леня обернулся и оторопел. На подоконнике сидела белая голубка, та самая, которую он видел возле офиса. Она смотрела на него красноватыми глазками и постукивала клювом. Леня быстро сообразил, что нужно вынести этой голубке что-нибудь поклевать и воды. Он метнулся на кухню, нашел прошлогодний пакет с семечками, подсолнуха и маленькую баночку. В баночку налил воды и отнес угощение птице. Она не испугалась, не улетела, даже дала себя потрогать. Леня перекусил бутербродами, что привез с собой, и, переодевшись, отправился на участок. Он чистил клумбы, время от времени поглядывая на беляночку, так он назвал голубку. Она поклевывала семечки и тоже наблюдала за Леней. Возня с клумбами, а потом с деревьями и кустарниками доставляла удовольствие Лене. Он как будто оказался в прошлом. Вот сейчас на крыльцо выйдет мама и скажет: «Ну хватит надрываться, иди уже отдохни, компотика попей». И он зайдет в прохладную кухню, где лежат пестрые дорожки, которые мама сама вязала, и будет пить душистый компот, и мама станет его осторожно расспрашивать о жене, о детях, о работе. Леня вздохнул. Он тогда был просто идиотом, его раздражали мамины наивные вопросы. Он не понимал, что она всегда жила его жизнью, не понимал, как она его любит. Хотя трудно представить, что вообще можно так любить, как она его любила. Просто любила. И когда он 3 раза бросал институт, и когда не работал после армии и попивал, и даже когда пристрастился к игровым автоматам, она прощала все. Леня яростно принялся выкорчевывать поросль дикой ежевики. Ярость и злость на себя, на невозможность ничего изменить придали ему силы. Он оглянулся. Чистые от сорной травы клумбы радовали глаз. Голубка сидела на прежнем месте.
Он вдруг вспомнил, как еще маленьким слышал рассказ про бабушки, что очень редко, но бывает такое, прилетает птица передать весточку от того, кто уже умер. Вспомнил еще, что мама очень любила песню про голубку. «Ты, голубка моя, как тебя я люблю, как ловлю я над рокотом моря грустную песнь твою». Он отнес лопату и грабли в сарай, потом подошел к голубке. Она не испугалась и дала себя погладить. «Где б ты ни плавал, всюду к тебе, мой милый, я прилечу голубкой сизокрылой. Парус я твой найду над волной морскую, ты мои перья нежно погладь рукою». Леня долго гладил белоснежную птицу, потом принес ей свежей воды и покрошил хлеб. И голубка неторопливо клевала крошки. Он хлопотал на кухне, заваривал чай, готовил себе ужин, но время от времени выглядывал на веранду, на месте ли беляночка. Уже перед сном, поговорив с женой и детьми по мобильному, он пошел покурить, опять ревниво взглянул, на месте ли его голубка. Птица нахохлилась, но не улетала. «Наверное, она так спит», – подумал Леня и тоже пошел спать. Весь следующий день Леня наводил в порядок в доме. Драил полы, окна, стирал занавески, полотенца и постельное белье. Он решил каждые выходные приезжать сюда. Хоть и провозился почти до вечера, но усталости не было. Наоборот, он чувствовал себя спокойным, бодрым. Перед ужином пошел купаться на речку. Народу на берегу уже почти не было. Он наплавался всласть и медленно пошел домой. Утром голубки на подоконнике не было. Леня немного огорчился, но нужно было еще многое сделать, и он принялся за работу. Перед обедом опять ходил на речку купаться, встретил знакомых, все с детьми, с семьями. Ему обрадовались, приглашали вечером в гости, но Лене после обеда нужно было уже ехать в город, и он обещал прийти в следующий раз. И вернувшись, он быстро поел, собрал вещи, закрыл дом и поехал. Уже почти перед самым выездом на трассу Лене вдруг стало не по себе. Он четко услышал мамин голос. «Сынок, подожди». Сбавил скорость, съехал на обочину и остановился. Разволновался, достал сигарету и вышел из машины покурить. Через несколько минут он услышал грохот, скрежет, и еще через несколько минут ощутил запах дыма. Выбросил сигарету, вскочил в машину и помчался к трассе. Водитель фуры не справился с управлением, и 3 легковушки просто расплющило. Леня схватил огнетушитель и аптечку, ринулся к месту аварии. Огнетушитель пригодился, а вот аптечка нет. Спасать там было уже некого. Кто-то вызвал скорую и милицию. Леня постоял еще немного и, видя, что его помощь не нужна, горящие машины потушили, пошел на ватных ногах обратно. Объехав место аварии, покатил своей дорогой. Весь оставшийся путь у него вертелась мысль: а если бы он не услышал голос, не остановился, то это его бы обгоревшее тело выковыривали бы из машины. От мысли об этом аж передернуло. Если бы он был верующим, то сказал бы, что Господь отвел от беды, а так и сказать-то нечего. Машин стало больше, он уже ехал по городу. У своего дома долго сидел и смотрел на прохожих, на детей, которые возились в песочнице, ездили на маленьких велосипедах и просто носились по двору с криками и визгом. Поймал себя на том, что его совсем не раздражает, а скорее умиляет этот шум. Подумал, что если его голубка – знак от мамы, что она простила его, то, возможно, когда-нибудь и он простит себя и станет жить дальше, храня в своем сердце только любовь, которая сильнее смерти.